Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поделимся с вами самой актуальной информацией на 14 декабря. Поговорим о народном празднике Наумов день, что обязательно нужно сделать, что нельзя делать в этот день, на что обратить внимание, также почему именно в этот день нужно произнести слова определенные, которые вам помогут в жизни, и уделим внимание немножко лунному календарю. Более подробно далее в этом видео. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А прямо сейчас, друзья, мы начинаем с лунного календаря. Итак, 14 декабря отмечается народный праздник Наумов день. В церковном календаре это день почтения памяти пророка Наума, который жил в 7 веке до нашей эры на территории Галилеи. Он был одним из 12 малых пророков. Другие названия этого дня, праздника: Наум или Наум или Наум грамотник. И в народе считали, что именно Наум покровительствует учащимся, поэтому и назвали его грамотником. А вот наши предки отправляли на учебу детей не 1 сентября, как сейчас это принято, а на Наума 14 декабря, когда в деревнях было уже немного дел, потому что крестьянские детки наравне со взрослыми работали на огородах, в полях, поэтому родители не могли себе позволить в горячую пору для деревень отправляться на учебу. И в давние времена ребенка, который шел на учебу, провожали особенным образом. И это в какой-то степени был прямо целый ритуал. Утром вся семья школьника шла в храм, где проходила праздничная служба, которую нужно было обязательно отстоять. Потом ученик подходил к иконе святого Наума и просил у него помочь в учебе, а после отправлялся к святому отцу за благословением. Родители оставляли в храме пожертвования и шли вместе с ребенком домой, чтобы встретить за накрытым столом учителя. Обычно такую роль выполнял диакон или другой священнослужитель. Ученик трижды кланялся своему преподавателю и получал от него троекратные несильные удары плетью, после чего его мама обязательно плакала, чтобы никто не сказал, что она бессердечная. Затем она вручала ученику костяную указку, и, конечно же, начиналось первое занятие. Преподаватель открывал азбуку, а мать ревела сильнее прежнего, но при этом еще и причитала. А после окончания учебы учителю дарили полотенце, в котором был завернут каравай. Его провожали до ворот всей семьей. Ну а на следующий день ребенок уже сам шел на учебу, взяв с собой азбуку, указку и подарок. Конечно, кто мог оплатить обучение, то в такой день просто давали дитю деньги. Согласно народной примете, во время чтения нельзя есть, иначе можно заесть знания. Даже сейчас наши бабушки, увидев нас, что мы сидим, смотрим, например, и сидим, что-либо читаем в мобильном телефоне, книжку, также говорят, что это очень плохо. И не зря они об этом говорят. Также запрещалось книгу оставлять и в открытом состоянии. Можно все забыть, что знал до этого человек. И об этом всегда напоминали родители ребенку, отправляя его на учебу. Святой Наум наставлял не только учеников, но и сомневающихся в своих действиях перед важным событием. Поэтому неуверенный в себе или в своем решении человек вставал у иконы Наума и шепотом рассказывал ему о причинах своих сомнений, а после говорил следующие слова: «Наум, подсоби, умное решение подскажи».
Трижды крестился и проводил остаток дня в одиночестве, ни с кем не разговаривая. Также не мылся и не расчесывался, а когда ложился спать, еще раз просил помощи у святого. После такого ритуала утром обязательно приходило верное решение. Рожденные в этот день обладают прекрасным характером. Они коммуникабельные и веселые. Из них получаются великолепные преподаватели. А в качестве талисмана подходит халцедон. Этот камень обеспечивает материальное благополучие, защищает от стихийных бедствий и помогает наладить семейную жизнь. Также в этот день были народные приметы, которые нас предупреждали о том, что нельзя было делать 14 декабря в день Наума Грамотника. И комплименты насчет выдающихся способностей, умений и достижений или блестящего ума. Поэтому, согласно поверьям, если нарушить запрет, у человека могут возникнуть провалы в памяти и проблемы в работе или учебе. Нельзя было 14 декабря во время еды читать книгу или учить уроки. Так можно было заесть все то, что выучили или прочитали. И эта привычка принимать пищу и читать и в обычный день может принести неприятности и проблемы, так как считается, что пища для желудка и пища для ума несовместимы и вредят друг другу. Еда плохо усваивается, начинаются боли в животе, тошнота, может ухудшаться память. Также тяжело запомнить то, что раньше не доставляло никаких трудностей. В день Наума Грамотника нельзя было оставлять и книгу открытой. Тот, кто не послушается этой народной приметы, все прочитанное забудет. Нечистый начнет читать и из головы человека забирать. Ни в коем случае нельзя было 14 декабря смотреть в глаза нищему, который подает милостыню. Иначе вскоре сам дающий окажется на его месте. Придется жить в долг и впроголодь. Не рекомендуется в день Наума Грамотника выходить на улицу в темное время суток в одиночестве, поскольку темные силы могут околдовать и память даже забрать. Если все же приходится идти одному, то надо приколоть себе на одежду булавку, которая не даст нечисти довести до беспамятства. 14 декабря не следует после важной конференции, каких-то комических переговоров или любовного признания смотреться в зеркало, так как вода, все сказанное, станет пустым. Для того, чтобы этого не произошло, нужно завязать на себе узел, например, из шейного платка, пояса, шнурка или вовсе просто взять нитку и связать ее в виде узелка, а потом положить в карман. Проходя мимо зеркала, нужно в его сторону трижды плюнуть. Народные приметы запрещают в день Наума Грамотника рассказывать кому-либо о своих успехах в учебе, иначе вскоре начнется полоса невезения. В этот день также не стоит никому показывать свой дневник, зачетку или любой другой журнал успеваемости. И 14 декабря в этот день полагалось каждую свободную минуту повторять присказку-молитву следующими словами: «Наум, Наум, наведи меня на ум». Обязательно деток научите этой короткой молитве, пусть ее читают не только сегодня, 14 декабря, но и ежедневно перед уроками. Несмотря на простоту и даже примитивность, присказка не так проста, как кажется. И сегодня также возьмите неполный стакан воды, налейте в ладони и скажите следующие слова: «Вода ясная, вода чистая, принесли тебя ручьи быстрые. Внутрь, называйте имя ребенка, проникай, доброй мудростью насыщай. Будет разум, как ты, быстрым, будет разум, как ты, ясным. Пусть учеба дается, да за детям добро ведется». Дайте эту водичку ребенку выпить в этот же день всю полностью. Эти слова можно читать и для старших школьников, и на студентов, также и на себя можно прочитать, и эти слова очень сильно будут людям помогать именно в разуме, в мудрости. Поэтому даже для себя, если вы особенно работаете с умственным трудом, да и физически не помешает людям. Поэтому стакан воды возьмите
возьмите в ладошки и скажите вот именно эти слова. Ну, а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 14 декабря 2021 года. По лунному календарю сегодня у нас с вами 10 и 11 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Телец. Сегодня силы в организме начинают бить фонтаном. Созидание во всех смыслах – главный девиз и тема этого дня. Обычно этот день энергетически очень сильный и питает этой энергией всех. Так что сегодня стоит ожидать необыкновенного прилива сил, бодрости и оптимизма, когда хочется свернуть горы. Вершите, творите, созидайте и не бойтесь проявлять инициативу и браться за самые сложные задания. Сегодня вам все будет по плечу. В этом потоке жизнерадостности нужно найти обязательно время, чтобы посвятить его своим корням, предкам, истории своей семьи. Также постарайтесь сегодня навестить родителей, посмотрите с ними старые фотографии, поговорите с ними о вашем роде, еще раз изучите и вспомните свою родословную. Этот день будет очень удачен для создания новой семьи. Браки, совершенные в этот день, очень крепкие и редко заканчиваются разводом. В этот день может произойти и постижение каких-то высших истин, приобщение к божественным знаниям, которые откроют вам очень важные тайны. Они могут указывать вам на то, в каком направлении надлежит двигаться дальше. Очень часто такие просветления в эти сутки дарят очень неожиданно, когда их совсем просто не ожидаешь. И Луна в этот период помогает решить любые финансовые вопросы, которые способствуют повышению благосостояния и возможности оставить что-то в наследство после себя. Находит энергетические, физические и финансовые источники ресурсов, благоприятствует формированию своего капитала, повышает устойчивость и уверенность в своих силах. Под воздействием Луны в этом знаке зодиака у людей происходит смягчение души и начинает появляться нежность. Конечно же, люди становятся более добрыми, нежными, проявляется практичность и приземленность ума. Для повышения и улучшения настроения следует скушать что-то вкусное и посмотреть даже на что-нибудь красивое. Сегодня благоприятно нацелиться на укрепление отношений в семье и заняться благоустройством своего дома или квартиры. Это семейный день. Хорошо быть вместе с семьей и близкими, приглашать родственников. Очень уместно в этот день будет вспомнить традиции своей семьи, своих предков. Как эти традиции поддержать и укрепить в будущем. Именно в этот день рекомендуется начинать строительство дома для семьи. Печаль дня окажется кратковременной, она быстро и легко забудется. Однако сегодня не рекомендуется путешествовать. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Что же касательно стрижки в этот день, то, делая стрижку 14 декабря, вы нарушите гармонию дня, что может повлиять на ваше здоровье в самом ближайшем будущем. Более того, новая стрижка получится неряшливой и будет долго отрастать. Поэтому именно в этот день, 14 декабря, стоит запланировать курс лечения волос и начать пить витамины, а также можете обратиться к врачу для консультации. Сделайте также массаж головы, шеи. Это улучшит приток крови к луковицам ваших волос. Скоро вы заметите, что не только волосы стали расти лучше, но и кожа лица приобрела более здоровый вид. Также обращаем ваше внимание, что этот день хорошо подойдет для доведения до ума вашего образа или стиля. Будет здорово, если вы измените образ за счет удлинения волос. Ваш мужчина непременно это оценит. Наращивание волос и увеличение густоты натуральными прядями благоприятно повлияет на вашу ауру. Окраска натуральными красителями поможет расположить начальство к вашей персоне. И сегодня рекомендуется расчесывать волосы как можно чаще. Это усилит проводящую функцию волос. И в этот день нету каких-либо особых предупреждений, поэтому проведите его в спокойной, мирной обстановке. Ну, а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся с вами в следующем видео.